Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня пятница, 27 января и время 21 час в Киеве, 22 часа в Москве. Мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайв. Назвали его «Колониальная война Вагнера». И сегодня у нас в гостях наш старый товарищ Сергей Жирнов, прямо из Франции. Сергей, рады приветствовать. Привет, Марк, привет всем нашим зрителям. Да, ну вот нас уже 7 тысяч смотрит, и около 3 тысяч, 2,5, извиняюсь, тысячи, наверное, около этой цифры. Поставили лайки, спасибо всем огромное, несмотря на пятницу, просьба, конечно, чтобы те, кто к нам уже присоединился, сделали так, чтобы такая возможность появилась и у других. Сделать это очень просто, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, ставьте лайки, поможет попадать нам в рекомендованные эфиры в YouTube, ну и, соответственно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв обязательно по ссылке по имени Сергей Жирнов. Вы можете пройти там и попасть на канал Сергея Жирнова, тоже смотреть эфиры и у него. Сергей, ну сегодня тема какая? Вагнер, он не сходит. ЧВК Вагнер, Пригожин остаются в фокусе, вообще говоря, в связи, конечно, с войной в Украине. Но можно всего не понять масштаба этой заразы, поскольку вот буквально накануне американцы ввели санкции, специальный статус для ЧВК «Вагнер», назвав ее вот международной криминальной преступной группировкой. Многие ожидали, что ее причислят к террористическим организациям, но какие-то свои соображения, видимо, не хватило аргументов, но так или иначе решение принято. И вроде бы по тем комментариям, которые сдаются, преследование будет глобальное, и оно не будет сильно отличаться от того, как если бы ЧВК Вагнер признать террористической организацией, а возможно, очень скоро мы увидим и такое развитие событий. Предпосылкой разговора была, я вот прислал, мы это обязательно приложим ссылку на канале ТВ5 французском, был показан ролик, то есть ЧВК Вагнер и Пригожин, который имеет базу в Африке, прежде всего в Центральноафриканской республике, ряде других стран, Мали и так далее. Ну вот они, по-моему, черно-российские ролики лепят против Франции, прежде всего, ну и других прежних колониальных держав, которые сохраняют свое влияние в Африке, сейчас утрачиваемое влияние, и это как бы является предлогом для новых отношений, вот теперь уже рухнувшего коммунистического Советского Союза, который, выполняя некую миссию интернациональную, занимался Африкой, занимался народно-освободительным движением, они имели социалистическую природу, а кое-где вообще тройболистскую, да, и вообще, что социализм, что не социализм, африканцам было, по-моему, фиолетово. Власть держалась на поддержке из Москвы, и вот сейчас вот такой новый извив, такая какая-то, знаете, казалось бы, в 60-х годах отгремели все колониальные войны в Африке, да? Африка освободилась от колониализма, сама отказалась, и одновременно отказалась от колоний та же Франция, ну и другие страны. И как бы на излете уже существовали частные военные компании, известные родезийские компании, да, соответственно, юаровские компании и так далее, которые реально были частными компаниями, их нанимали государства, все это прекрасно помнят период знаменитой истории Боба Динара, который совершал перевороты. Казалось бы, это навсегда ушло, и вот 21 век, и на вот тебе появляется уголовник, 9 лет отсидевший, в том числе помимо разбоя за вовлечение в несовершеннолетних в занятие проституцией, и он оказывается там на месте чуть ли не Боба Динара, который, значит, вел эти колониальные, постколониальные войны на территории Африки, где-то успешно, где-то не особо. И он как бы вот такой совершил новый скачок, вернул к борьбе за влияние на африканский континент мир, который, казалось бы, уже распределил это свое влияние политическое, геополитическое и так далее. Вот об этом мы сегодня хотим поговорить. Кстати, ссылку на канал ТВ5, который ролик этот демонстрирует, она опубликована у меня в телеграм-канале, соответственно, Фейгин Лайв, но если кому нужно, мы в описании к этому видео этот ролик приложим, там на французском языке идет комментарий, но все, по-моему, и так понятно, там даже не нужно особо разбираться. Первый вопрос следующий. Как случилось так,
что Франция та же, ну, например, если мы говорим о Центральноафриканской Республике, позволила занять свое место как постколониального такого ментора, как партнера африканских правительств в ряде стран континента, да, уступила фактически, мы можем это уже констатировать, место ЧВК «Вагнер». Как так случилось? Это дерзость ЧВК «Вагнер», поддержка, прежде всего, стоящей за спиной Вагнера российские спецслужбы, или же это, там, не знаю, сами африканские власти, африканские правительства решили сделать снова выбор в пользу не коллективного Запада, а чего-то другого, альтернативного и так далее. Как это произошло? Это произошло сложный процесс, на самом деле, то, что вы уже сказали, то есть на самом деле было несколько факторов, то есть, во-первых, то, что вы сказали, то есть Российская Федерация стала развивать некую внешнюю политику в Африке. Эта внешняя политика умерла при Ельцине, ее не было вообще. Африки не было, Африка ушла из внешней политики Российской Федерации, и 10 лет ее не вспоминали. Когда Путин пришел, когда Путин вернулся, надо отдать ему должное, что это может быть одна из правильных, единственных вещей, которые он вообще сделал вообще в своей жизни. Он вспомнил про Африку, он вспомнил, что у Африки есть долги перед Советским Союзом, которые, естественно, переросли в долги перед Российской Федерацией, и надо было что-то разруливать, и он подумал, что давайте мы что-нибудь там посмотрим, поделаем, потому что, конечно, их интересовало прежде всего Путина и тех людей, которые вокруг него сидели, богатство Африки. Это первый момент, который мы обозначим. Второй момент – это, безусловно, то, что вы сказали, то есть сами африканцы, у них произошло какое-то переосмысление своей роли вообще в жизни. Это переосмысление к ним пришло из-за того, что сначала их всех бросили. Кстати, вот то, что вы сказали, их бросили сначала все те колониальные державы, которые присутствовали в Африке. То есть Франция, Бельгия, Португалия, Англия, Испания и Соединенные Штаты Америки, которые тоже были активны. На место всех этих держав пришел Китай. Китай пришел 40 лет тому назад, очень незаметно, его никто абсолютно не заметил, как он пришел. И Китаю сейчас принадлежит половина Африки. Это, кстати, чрезвычайно интересная вещь, потому что, у китайцев очень специфическое отношение. Они захватывают Африку экономически, исключительно экономически, их больше ничего не интересует. Они не играют ни в какие игрушки, раздел власти, идеология какая-то. Вот это их совершенно не интересует. Их интересуют только ресурсы африканские и их присутствие на африканском континенте. Причем, когда они делают свои какие-то программы развития, они, как правило, приносят все свое. То есть вот они ничего не отдают. То есть если они получают какую-то там концессию на построить, грубо говоря, здание, да, вот они привозят все свое, привозят всех своих рабочих и строят это здание. Таким образом, грубо говоря, они не создают никаких рабочих мест для африканцев. То есть в этом смысле у них очень специфическая позиция. Значит, это то, что произошло с африканцами. И плюс африканцев бросил Советский Союз, естественно, после 1991 года, потому что России было не до того, всем остальным республикам было тоже не до того. В общем, денег на себя не хватало, а тем более ни на какую-то там Африку. И дальше произошли вот эти изменения, и, конечно, колониальные державы тоже, кстати, и бывшие колониальные державы, у них были проблемы. Прежде всего, мы, поскольку сегодня решили говорить про Францию, значит, давайте поговорим поподробнее немножко про Францию. Франция оставалась, конечно, пыталась оставаться на территории Африки, потому что у нее было там с десяток, даже там 15 стран примерно, в которых она считала бывшими своими колониями или даже бывшими своими департаментами, потому что Северная Африка, там, Алжир, Тунис, это была бывшая Франция, то есть это, так сказать, государства, которые получили в 60-е годы независимость в результате войны с Францией, то есть это, у нее оттяпали, это вот как бы французский Крым, да, вот это вот. Значит, и который стал независимым. И Франция, в общем, пыталась перестроиться, ей это частично удавалось. Ей больше всего удавалось, конечно, там, где оставались какие-то диктаторы. То есть всегда вот с диктаторами договариваться было проще.
А вот там, где какие-то были там социалисты, коммунисты, полукоммунисты, там не присоединившиеся, которые заигрывали с Советским Союзом, вот там у французов были проблемы. Ну и до наших времен все это дело дошло. У французов было какое-то присутствие, хотя она теряла это присутствие, причем теряла не только потому, что то, что вы сказали, африканцы находили свой какой-то свои парадигмы, новое существование, новый способ существования в жизни, но еще и Франция, в общем, она, откровенно говоря, осуществляла плохую политику. Иностранная политика французская в Африке была беззубой и очень высокомерной. Очень высокомерной. То есть они считали, что ну вот мы вам как бы дали свободу, независимость. Теперь вы понимаете, что экономически вы без нас все равно не можете обойтись. И вот таким образом мы, когда возвращаемся, мы, значит, возвращаемся как хозяева. И это вот французы недооценили, что африканцы этого не любят ужасно. То есть это все, это реальность, но не надо ее говорить и показывать. То есть вот когда такую реальность суют в нос африканцам, это им очень неприятно. И это то, что произошло за последние 10 лет. Таким образом, Франция, в общем, сама, как бы, несмотря на то, что у нее была интересная политика, там, допустим, у того же Оланда, кстати, президент Оланд, который во Франции внутри, его политику можно только плеваться, потому что у него вообще он не сделал, по-моему, ничего интересного внутри Франции. Все, что он сделал, это почти ошибки. А вот внешняя политика у него была как раз классная. То есть вот он запустил эту громадную военную программу борьбы с Аль-Каидой и борьбы с ИГИЛом там, в Мали и в соседних странах. Он создал народную коалицию, причем эта международная коалиция, в общем, разрослась. У нее были успехи, кстати, у этой международной коалиции. С 2013 года она присутствовала. А потом постепенно дошли до такого состояния, уже при Макроне, когда французов поперли. И этим, конечно, воспользовалась Россия и воспользовался Вагнер. И в этом смысле у России, у Вагнера, надо отдать им должное, была весьма успешная международная программа. То есть они почувствовали, что там, где ослабевает присутствие французов, там можно внедриться. И причем внедриться как? Вот французы ведь, почему французы не нравились африканцам, когда они приходили в последнее время, там, последние 10-15 лет? Потому что во Франции произошла переоценка ценностей. Во Франции, ведь мы там помним Францию 50-х, 60-х, 70-х годов, когда было такое понятие «France-Afrique», это когда Франция сращивалась с диктаторами какими-то африканскими и с помощью коррупции продолжала иметь свое присутствие и влиять на политику, кстати, африканских государств и там половины Африки или трети Африки, по крайней мере. А потом, значит, во Франции и было множество скандалов. Последний скандал это с французской нефтяной компанией Эль Пакитен в 2006-2010 годах, когда, в общем, во Франции осудили даже французов, руководителей этой компании, за то, что они себе позволяли, те коррупционные схемы, которые они себе позволяли в Африке. И, в общем, во Франции политикман коррект, значит, политически корректное поведение уже запретило этически такое поведение французов. И таким образом, когда французы возвращались в эти страны, они обязательно возвращались в таких учителей, которые читают морали, значит, африканцам о том, что вот мы возвращаемся, нам нужно строить демократию, хорошие выборы, правильные выборы, значит, нельзя подкупать ваших внутренних там деятелей каких-то африканских. Вот. И это, в принципе, где-то там устраивало кого-то, но на самом деле, скажем так, элиты африканские, этот разговор такой морализаторский разговор очень сильно раздражал. И вот это морализаторство закончилось тем, что когда пришла Российская Федерация с Вагнером во главе, да, или там с Министерством иностранных дел, а сбоку был Вагнер, то, в принципе, путинский режим, он не обсуждал с ними никакие не вопросы демократии, не вопросы там, национального и народного развития, как правильно развивать эти страны, как правильно использовать их ресурсы. Это абсолютно не обсуждалось. И это очень сильно устроило на фоне французской морализаторской позиции.
И поэтому, кстати, произошла такая замена, и вместо французов пришел Вагнер, который, кстати, на территории позволял себе жуткие совершенно вещи, то есть там изнасилование, убийство, там все что угодно. В том числе это преследуется, кстати, на международном уровне. Вот. Но и тем странам, где они закрепились, это прежде всего Центральноафриканская Республика, Судан, Мали вот сейчас, и Буркина-Фасо, кстати, вот сейчас тоже переворот там был, и вагнеровцы появились. Вот. Ну, Ливия, естественно, чуть выше. Вот. То есть, в общем, они заняли это место и очень хорошо влились в это место. Угу. Нас 30 тысяч смотрят, около 9 тысяч поставили лайк. Спасибо всем, кто к нам присоединился. Я продолжаю быть в дороге, поэтому картинка у меня, мягко говоря, не идеальная. Ну, в дороге невозможно пользоваться всеми студийными возможностями, светом и так далее. Ну, вот и у Сергея тоже, к сожалению, тут иногда повисает картинка, но звук идет достаточно стабильно. Так что главное, то, о чем мы говорим, сосредоточимся на этом. Все-таки дадим себе одолжение, сделаем себе одолжение, не обращать внимания, ну, если что-то с картинкой не так, это, в общем, не так важно. Тогда вопрос следующий. Ну, я вот по тем новостям мы видим, что Вагнер как раз и люди Пригожина, шире будем говорить, потому что это не только сам Вагнер как таковой, но плюсом это какие-то политтехнологи, это помощь Министерства иностранных дел, какие-то организации, содружества с ЦАРом, с африканскими какими-то государствами, какие-то торгово-промышленные группы, создаваемые совместно, да, эксплуатация месторождений и так далее, они, тем не менее, возвращают методы, вот те, о которых вы сказали, коррумпирование, поддержка, значит, режимов в Африке, которые устанавливают с помощью военной силы, переворотов, опираются на армию и так далее. То есть они возвращают к такому раннему постколониальному периоду, когда ушли колонии и начались войны, так сказать, внутренние, межгосударственные, межстранными внутри африканского континента. И, по-моему, Вагнер на этом паразитирует. Вагнер их, наоборот, подталкивает, эти войны. Он их провоцирует, я бы сказал. Вопрос тогда следующий. А что предпринимает вот сейчас, в настоящий момент, с учетом войны в Украине, Франция для того, чтобы препятствовать повышающейся роли и влиянию ЧВК «Вагнер»? Это военные методы, это политические, дипломатические, экономические. Что вот сейчас Франция конкретно, ну и Запад в ее лице, или такие же страны, как Британия или Соединенные Штаты, как они пытаются этому противодействовать? Есть понимание? У них есть понимание, безусловно, их это ужасно раздражает. Особенно французов это раздражает, потому что французы во главе с Макроном, который пришел в 2017 году, который унаследовал политику Олланда, и, в общем, понимал, что Олланда политика вот в Мали и вокруг Сахары была интересная, потому что у Франции в 4 бывших колониях, то есть в Мали, в Нигерии, в Сенегале, в Мавритании и в Буркина-Фасо было 9 военных баз, которые они создали, постоянного присутствия. То есть французы там довели свое присутствие до 5-6 тысяч человек, причем они это сделали совместно с некоторыми европейскими странами, то есть там была международная коалиция, но французы, в общем, были такие забойные моторы этой коалиции, и им удалось очень много сделать, то есть на самом деле они там убили 2 очень значительных лидеров этих террористических группировок. То есть они поддерживали, конечно, законные правительства, которые существовали в этих странах, прежде всего в Мали. Вот, спасли, кстати, страну от разделения на 2 части, потому что Мали грозило просто, потому что вот эти исламские боевики, они занимали, так сказать, северо-восток страны, а юго-запад был в столице Бамако, был за правительственными войсками. И, значит, французам удалось оттеснить эти группировки дальше на север. Они убили 2 значимых лидеров, самых главных лидеров, то есть лидеров Аль-Каиды и там вот местные еще ответвления ИГИЛа местного африканского в Мали.
и, в общем, все было бы вроде хорошо, причем они это делали вместе с государственной армией страны Мали, а потом вот где-то что-то, вот непонятно, как все это произошло, но почему-то кошка перебежала, потому что, ну вот они все-таки настаивали на том, чтобы абсолютно там демократия. Там были проблемы, кстати, с выборами. Там, в общем, не очень красивые выборы происходили пару раз. И по этому поводу, значит, французы говорили, что вот, значит, так сказать, мы вам вроде как помогаем, а вы вроде как занимаетесь своими там старыми африканскими делами, и это нам не очень нравится. И это не понравилось, конечно, ни государственным структурам Мали, и кошка перебежала, и, значит, кончилось тем, что в прошлом году, в 2022 году, официальные власти Мали выгнали посла французского и затем попросили французскую армию покинуть территорию Мали. И официально заявили, что вместо них придет ВЧК «Вагнер» Российской Федерации. И все это дело, конечно, чрезвычайно не понравилось французским военным, чрезвычайно не понравилось Министерству иностранных дел Франции и лично Макрону. И там было, и еще начались подлянки. Вот то, что вы сказали, это вот последняя подлянка в ЦАР, в Центральноафриканской Республике, да, когда вагнеровцы сделали 2 мультика, где, значит, Франция выставлена такой крысой, которая, значит, потихонечку сначала маленькая, потом, значит, она приходит в дом, съедает все, что можно у бедного африканца, а потом приходит Вагнер с кувалдой и, значит, убивает крысу. Это французам, конечно, чрезвычайно не понравилось, но до этого еще больше подлянка. Значит, вагнеровцы сделали имитацию военного преступления, то есть они сказали, что вроде бы французские войска убили там группу какую-то местного населения, там порядка 10 человек, и закопали их где-то там в пустыне, и сделали, значит, видео о том, что вот они нашли, что это, мол, вот такие французы нехорошие, вроде как прикидываются такой демократической страной и нормальной как бы армией, а на самом деле занимаются военными преступлениями. Вот. Французы, естественно, очень сильно возмутились этим делом, потому что, конечно, они к этому никакого отношения не имели. И, кстати, нашли они, слава богу, это было сделано на коленке вагнеровцами, потому что нашли видео, где они перетаскивают эти трупы и сами их зарывают. А потом, значит, приезжают туда и говорят, что вот мы их как бы нашли и отрывают. То есть это, в общем, была такая провокация, сделана очень на низком уровне, но, тем не менее, значит, она прошла по каким-то средствам массовой информации, и французы затаили на Вагнер, в общем, очень большое зло. И поэтому вот то, что вы сказали, что, значит, сейчас французы, конечно, не могут отвечать так, как делает Вагнер, потому что французская армия официально... Почему? Потому что французская армия официальная армия, потому что она играет в игрушки этические. Мы соблюдаем все законы, мы соблюдаем международное право, мы стараемся соблюдать права человека, мы не убиваем никого, мы не устраиваем пытки, мы не устраиваем каких-то концентрационных лагерей, мы не устраиваем, не держим людей в подвалах, то есть вот все то, что накопилось, вы знаете, в том числе, кстати, и в ЦРУ, когда вот там эти были запрещенные утопления. Тюрьмы, утопления, там и так далее, в Египте, даже в Польше и так далее. Вот это на Западе накопилось, и французы это позволить себе не могут, и французы играют очень откровенную, честную, абсолютно прозрачную игру. И поэтому, когда им делают подлянку, то вы сами понимаете, что любое демократическое государство, оно всегда почти бессильно по отношению к подлецу. Потому что у подлеца нет никаких проблем. Подлец может использовать любые способы, любые средства хороши. Вот. А государственные, там, это то же самое проблема, кстати, со всеми исламистами у французской полиции, у французской контрразведки, потому что исламисты-то могут что угодно делать, а у французской контрразведки, даже контрразведка, да, когда она производит какие-то там подпольные операции, она информирует там прокуратуру, она информирует Министерство юстиции, и она вынуждена соблюдать западные, так сказать,
правовые методы борьбы Ну, стандарты, западные стандарты. И это абсолютная слабость. Всегда об этом, кстати, Путин это прекрасно понимает, и Вагнер прекрасно понимает. И по этому поводу они как раз используют как раз именно разницу в том, что они считают, ну, они являются как бы неизвестно кем, да, потому что Вагнер вообще, строго говоря, нигде не зарегистрирован, даже в России не зарегистрирован. Кстати, да, вы слышали последнюю новость, вот там я сегодня это видел, что вроде даже там в результате борьбы с Бегловым, значит, в Питере сняли вывеску ВЧК «Вагнер» с этого вот здания стеклянного, где они там, которое Пригожин раскрутил. Вот, но там стали говорить, что они вроде центр ЧВК Вагнер, да. Центр ЧВК, потому что сама-то никакого ЧВК Вагнер в России не существует юридически. Нет никакого юридического лица ЧВК Вагнер. Есть там какая-то организация, ассоциация Лига, есть еще куча всяких там полулегальных организаций, но ЧВК Вагнер вообще не существует. Вот. И по этому поводу, кстати, в этом была сила Путина. Вот когда там он запустил в 2013-2014 году Вагнера за границей, это была на самом деле очень был сильный ход, потому что, во-первых, туда набирали настоящие элитных бойцов. Туда вот не брали всякую эту шваль, которую сейчас собирают по тюрьмам. Туда брали настоящих бойцов, которые служили в спецназе ГРУ, в спецназе ФСБ, в спецназе СВР, которые... вы знаете, проблема какая? Почему это, кстати, возникло? Потому что во всех этих спецназовских подразделениях в них пенсия такая же, как у балерин Большого театра. То есть там же физическая сила имеет еще значение, да, и поэтому там, грубо говоря, на пенсию люди выходят 35-40 лет. А 35-40 лет, это, в общем, мужик, так сказать, в расцвете сил, он, значит, получает свою военную пенсию, а дальше надо чем-то заниматься, вот, так сказать, в этих подразделениях уже нельзя работать, потому что они просто не тянут физически по сравнению с молодыми там ребятами, которым там 25 лет. Вот, и таким образом, но у них есть опыт, раз, и у них есть желание, потому что у них есть адреналин, и они хотят просто такие джентльмены удачи. Вот, и тогда вот на этом, кстати, сделали главную, как-то наработали торговую марку Вагнера, потому что там действительно были крутые мужики. Крутые, реально крутые спецы из всего спецназа, который только существует в Российской Федерации. То есть из всяких там Альф, Вымпелов, там Бобров, Собов и чего только не было. То есть весь спецназ, который только существовал в Российской Федерации, вот когда они там по физическим своим требованиям уже не соответствовали несению боевой действительно военной службы, то они увольнялись и вот дальше переходили в ЧВК, потому что таким образом можно было, кстати, бабла подзаработать, и по миру поездить, и вот таким образом они сделали себе имя. Так, вот сейчас мы, перед тем, как мы дальше будем обсуждать, мы, наверное, посмотрим ролик вот на 37 секунд, вот который из ТВ5, значит, вот этот анимационный фильм, сейчас мы покажем зрителям в прямом эфире, чтобы было представление о том, собственно, об этом творчестве. Смотрим на экран, вот как выглядит такой черно-российский ролик Вагнера. Le clip de 2 minutes circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Il n'est pas signé, c'est à souligner, mais son intention est limpide. Il fait apparaître de gentils Russes estampillés Wagner, la milice paramilitaire russe, contre de méchants Français impérialistes, ici représentés sous la forme d'un serpent. Tu ne pourras jamais vaincre. La France va conquérir toute l'Afrique. Вот смотрите, вот прошел этот ролик, там французский язык, ну, я думаю, и так понятно, там шевроны ЧВК Вагнер, он, значит, так сказать, говорит обращается к, значит, африканскому комбатанту, ну и, в общем, вот в виде змея и вот этих черепов,
с французскими флагами, это якобы французские военнослужащие или там колониалисты, или кто они там. Вопрос какой? Ведь вот, казалось бы, самые сильные парамилитарные объединения это были французские. Ну, наряду, я имею в виду частные компании или проточастные компании, которые действовали в 50-х, 60-х особенно годах, да и вообще понятие иностранного легиона, когда-то создан Наполеоном III во Франции, открыло дверь, открыло дорогу иностранцам, значит, во французскую армию, но в особом вот в этом соединении это французский иностранный легион. И многие частные компании, которые там в Родезии возникли, в ЮАР, там, ну, когда шли эти войны, они же, в общем говоря, в основном были французские, но в Родезии были британские. Вот Смит, такой знаменитый офицер Второй мировой войны, организовал ряд этих частных компаний, частных армий и так далее. А почему сейчас эта практика не применяется? Ведь говорят, не знаю, ЧВК «Вагнер» располагает 5000 комбатантов, но это было до войны. До войны с Украиной многих вывезли, они сейчас воюют на Донбассе, где-то там в этих районах. Они воевали в ЦАР и в близлежащих странах. Ну, оттуда, из базы ЦАР, их направляли в Мали и так далее, и так далее. Справиться с 5000, пусть даже это значимая цифра, никто не спорит, это там порядка, это получается 9 батальонных групп таких, как у нас принято сейчас говорить. Но справиться с ними, в общем, по силам, если собрать в кулак какие-то соединения, которые будут не от имени государства действовать, а вот, ну, как это принято на африканском континенте, набирать подряд, значит, бойцов, использовать силы иностранного легиона и, например, расправиться с просто военным путем с ЧВК «Вагнер», с его нахождением в ряде стран африканского континента. Почему это не делается? Только по тем же причинам, из-за стандарта, который вот не допускает для Французской Республики расправиться с ними, значит, воспрепятствовать их так сказать, присутствию в Африке. Или что-то еще. Или нет таких сил, или нет таких возможностей. Вот чего здесь больше? Во-первых, нет таких сил. Потому что когда в Элик сказали, что там справиться с 5000 отборных головорезов, это довольно просто, это я с вами не соглашусь. Это очень непросто. Я вам напомню, это вопрос кстати, количества. Это нет, это вопрос качества, потому что вот вы упоминали Боба Динара, а Боб Динар, да, ведь это человек, который обычно, у него там было людей примерно там 30-50 человек, у него группа 30-50 человек, с ними совершал государственные перелеты несколько раз. На Коморах было... Там не было никаких тысяч. Там не было даже сотен, там вообще очень маленькая группа, потому что на самом деле в Африке, вы знаете, совершить государственный переворот очень просто, потому что обычно его совершают в столице, да, там есть президентский дворец. В президентском дворце что есть? Есть взвод охраны у диктатора и есть рота почетного караула. Ну, рота почетного караула, это вот, это она и есть рота почетного караула. То есть почетным они караулят, а по нечетным они вообще ничего не делают. Вот. И таким образом там у него возникает у диктатора просто взвод, реально вот там его охрана какая-то. Поэтому взять их голыми руками довольно просто. Это то, что, кстати, наш КГБ сделал в Афганистане во дворце Амина, да, когда там, в общем, ну что, сколько там было? 30-40 человек отряда, и все, и побили всех, ну, потеряли там 4 своих. Вот, и все. То есть это на самом деле в африканских странах было довольно просто. И когда сейчас Вагнер туда нагнал такую кучу народу, это, в общем, серьезная сила на самом деле. Я вам немножко возражу по поводу того, что вы сказали, что они там воевали. Они ничего не воевали. В ЦАРе они не воюют. В ЦАРе они присутствуют. То есть они охраняют диктатора. Как правило, вот как залезает Вагнер в страну. Он, значит, приезжает, во-первых, там приезжает просто Министерство иностранных дел, Лавров, там посол к диктату и говорят, что вот там Россия готова вам чего-нибудь там помочь, оказать и так далее. Во-первых, списывает долги какие-то советские. Вот, это раз. Значит, это уже хорошая вещь. Вторая, он говорит, что вы знаете, у вас там, мы знаем, что у вас есть проблемы с безопасностью,
А вот у нас тут есть хорошие ребята, мы вас познакомим, мы вообще-то к ним не имеем никакого отношения, они там частная компания, вот, но мы вам их очень советуем. И, значит, возникают там 10-15 человек, 20 человек, которые начинают охранять этого диктатора. Ему это всегда приятно, потому что в отличие от его каких-то просто головорезов, которые головорезы и все, здесь, как правило, в общем, крутые, настоящие спецназовцы, которые реально могут его охранить там от каких-то его соперников, я не знаю, там, людей, которые пытаются устроить государственный переворот или еще что-нибудь. Или наоборот, они находят какого-то нового человека, им говорят, давай мы тебе поможем сделать государственный переворот. И все, вот ты скинешь там предыдущего человека, а мы тебе поможем и заодно потом будем тебя охранять. И таким образом они как бы сначала делают услугу какую-то. А когда они ее сделают услугу, они говорят, а теперь надо платить. Ну, денег у тебя, понятно, нету, парень, потому что он должен там на 10 лет вперед. Ну и не важно, у тебя есть ресурсы. Вот давай ты делись с нами ресурсами. Это вот то, что произошло. И значит, ЦАР с 2018 года, они отправили туда сначала порядка 200 инструкторов, которые занялись реорганизацией вообще армии государственной этой Центральноафриканской республики. И эта реорганизованная армия при, так сказать, консалтинге Вагнера начала более-менее разруливать варианты с какими-то там повстанцами, которые были во всех этих африканских странах, целыми днями есть какие-то повстанцы везде, во всех странах. Там постоянно идут какие-то внутренние конфликты, и там очень нестабильная обстановка. И на этом, кстати, тоже паразитируют и западные компании, и английские, и американские, потому что если диктатору нужно предлагать безопасность, то потому что ситуация это небезопасная. И дальше Вагнер, когда лез в это дело, на самом деле вот Центральная Африканская Республика это классический пример гибридной войны. По Герасимову, по доктрине Герасимова, это классическая гибридная война. Сначала политика, потом к ней появляется армия, потом предлагают контракты, потом и кооперацию на военном. Потом у них забирают какие-то их ресурсы, и потом там у них создаются, то, что вы сказали, какие-то ассоциации, там есть какие-то соотечественники возникают российские, которые тоже что-то там делают и говорят, что вот мы там вам помогаем, там, я не знаю, учителя, врачи и прочие всякие дела, по примеру Советского Союза. И плюс они довольно эффективно работают с молодежью, и возникают какие-то группы, которым просто пудрят мозги, и, значит, там идет такая идеологическая обработка, в том числе, кстати, показывается российская политика, рассказывается, что Россия делает в Украине, что вот Донбасс это потому, что там русских притесняли, вот вы видите, а украинцы вообще они фашисты, и они плохие, а Россия помогает, и вам тоже может помочь. И плюс, кстати, какую-то молодежь начинают снова там привозить в регистрацию, чтобы учить их там в Лумумбе или там что там о них. То есть в этом смысле подход чрезвычайно комплексный и как бы малыми деньгами, чтобы можно было достичь максимального эффекта. И все это вот реально сработало в Центральноафриканской Республике. Так, ну у нас картинка зависает. Я, конечно, извиняюсь перед зрителями. Это, в общем, ну что-то с сетью. Поэтому, но тем не менее, звук идет стабильно. Просьба к тем 40 тысячам, которые нас смотрят и поставили уже 13 тысяч с лишним лайков. Пожалуйста, тем не менее, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Это для нас очень важно. Мы уже почти 40 минут в эфире, у нас еще немного есть времени. Теперь вопрос следующий. Представим себе, что война в Украине завершится так, как завершится. Ну, в общем, победой Украины. Ну, скажем так, поражением Москвы. Тут, понимаете, победу от поражения тут нужно отличать более ясно. Это станет скоро понятно, ее параметры. Я думаю, в течение нескольких месяцев. Ну, допустим, все-таки Украина с помощью западных союзов защитит свой суверенитет, вернется в Крым, вернется на Донбасс и, в общем, так сказать, вернется к границам 91 года.
Можно ли предполагать, что именно украинцы, украинские военные, а сейчас под ружьем очень много, проходят обучение, проходят закалку в войне, огромные десятки тысяч подготовленных бойцов, их, кстати, готовят в Великобритании, во Франции, в Америке их готовят и так далее, это ни для кого не секрет. После такой подготовки, да еще и боевого применения, участия в войне, это будет вообще огромная сила в Восточной Европе, а то и во всей Европе, да? Учитывая, что в Западной Европе уж как минимум не очень любят расходовать жизни своих сограждан, там, бойцов ли там, в армии или еще где-то. Может ли случиться так, что на пепелище этой войны возникнут частные военные компании, именно украинские, которые будут выполнять всю эту работу по всему миру, вычищая ЧВК «Вагнер»? Ну, кстати, для этого есть уже юридические основания. ЧВК «Вагнер» признана международной криминальной группой, организацией, да, американцами. Я думаю, дублем это сделают и все европейские страны, и там идут и суды, о которых вы упоминали. Можно ли допустить, что инструментом выдавливания ЧВК «Вагнер» как инструмента, в свою очередь, Москвы по распространению влияния, в частности в Африке, станут именно украинские комбатанты, украинские частные военные компании, парамилитарии разные и так далее. Огромное число людей, имеющих военный опыт, военных, которые будут руки чесаться, расправиться с Вагнером, прямо скажем. Мысль, я ее совершенно не исключаю, потому что можно даже сказать, кстати, что армия сейчас является сильной в Европе. Потому что все остальные, они, может быть, лучше остальные, у них, может быть, больше возможностей, там, возможностей, денежно они лучше обеспечиваются. Но украинцы то есть на самом деле Украина уже 9 лет ведет боевые действия реально с Российской Федерацией. 9 лет. И на этих полях сражения уже сложилась довольно сильная армия. Кстати, именно потому, что она 8 лет воевала до 24 февраля 2022 года, Украина поэтому, кстати, отстояла свою территорию. Кстати, эту армию довольно хорошо, ею занимались Соединенные Штаты Америки, США оказали на 2,5 миллиарда помощи, причем 2 миллиарда это была помощь в формировании, в ее там тренинге там и так далее. И, конечно, украинская армия, если она победит, если она выгонит россиян, в чем, в общем, есть вполне обоснованные вещи, чтобы допустить такое развитие событий, то совершенно не исключено, что дальше ее могут, в том числе и западные страны, и та же самая Франция, и Великобритания, и Соединенные Штаты Америки использовать где-то за рубежом для того, чтобы противостоять российской экспансии. И на африканском континенте это, кстати, совершенно не исключено. Так, значит, 43 минуты мы уже в эфире. Буквально последний вопрос. Ну вот у нас не так хорошо получается со связью, и поэтому мы как бы не будем это дальше все эксплуатировать, паразитировать на этом. Но все-таки, на ваш взгляд, если, допустим, ситуация будет развиваться, как мы ее описали, возможно ли, что все-таки ЧВК Вагнера будет изгнан и на африканском континенте начнутся какие-то новые процессы? Потому что вы же упомянули, что спутником этих проблем является присутствие Китая, который не лезет в политику, не меняет правительств, не участвует в войнах, но экономически очень крепко сидит. Я вот в ряде стран Африки побывал. Там и в Кении я был, и в Танзании я был, и много где я был. Вот, не говоря уже о Северной Африке, я всю изъездил и так далее. И я хочу сказать, даже в Кении меня поразило, что номер один инвестор – это именно Китай. То есть нужно ли будет наряду с ЧВК Вагнера покончить с этим доминирующим влиянием Китая? Ну, понятно, экономическим, прежде всего, скажем так, геоэкономическим влиянием Китая. Или же это уже такая неотвратимая часть глобального мира, особенно в Африке, с которой ни Франция, ни там Америка, никто уже не справится. Вот как к этому отнестись?
С Китаем здесь абсолютно ничего сделать нельзя будет, потому что Китай – это все-таки экономика, это огромные деньги, и это 40 лет Китай уже на территории Африки. Китай уже проник настолько серьезно в Африку, что его выбить совершенно невозможно, потому что туда, куда приходит Китай, туда приходят гораздо большие деньги, чем они возможны в Российской Федерации. Ведь Российская Федерация экономически очень слабенькая страна. Очень слабенькая страна, Ну, потому что, конечно, вообще никакая. там 3% ВВП мирового, да, а Китай это 20% мирового ВВП. То есть там в 10 раз почти больше, чем в Российской Федерации. И у Китая в этом смысле, конечно, у них, они, кстати, тоже занимаются примерно тем же самым, кстати, политически. Потому что туда, куда они приходят устраивать экономические вопросы, они абсолютно не лезут с советами, с демократией, там, с выборами, с каким-то там улучшением жизни народа. Вот это их тоже совершенно не интересует. И это, кстати, устраивает те африканские страны, которые с ними сотрудничают. Пример я вам приведу. 55 официально считается стран в Африке. 37 из 55 стран африканских подписали договоры с Китаем о долгосрочном экономическом сотрудничестве. То есть две трети африканских государств уже у них подписаны договоры с Китаем. И перебороть такую мощь экономическую, России это вообще совершенно невозможно. Поэтому вы заметили, что Россия существует в нескольких точках, которые просто каким-то образом оказались там неокученными китайцами. Потому что, может быть, их там не интересовало, может быть, они не такие уж и богатые, эти страны, которыми занимается Российская Федерация, или там слишком уж все как-то военно очень нестабильно, и китайцы не хотят туда влезать, потому что иначе там придется там рулить так или иначе каким-то образом, там какие-то спецсилы вводить, там, может, вооруженные силы, чтобы хотя бы себя охранять. Не то, что там какие-то там страны участвовать в их конфликтах, а чтобы свои предприятия, которые развиваются, там же нужна охрана. Во всех таких странах обязательно нужна служба безопасности, которая маленькая армия, как правило. Вот. И я так думаю, что вот поэтому китайцы, кстати, отдали России вот такие совершенно нестабильные регионы Центральной Африки и, может быть, Северной Африки, типа Ливии, в которой совсем непонятно, что там из этого получится. Ну что же, почти 50 минут мы в эфире, 41 тысяча нас смотрит, почти 16 тысяч поставили лайки, спасибо всем, друзья. Разумеется, тему мы как-то продолжим, посмотрим, как будет дальше развиваться события. Похоже, что и наряду с тем, что происходит в Украине, регион Африки тоже стоит на пороге больших перемен, разных перемен, причем, потому что этой войны в Украине, в Восточной Европе и в случае поражения Москвы окончательного, перемены с неизбежностью затронуты Африку, но и другие регионы, несомненно. Я надеюсь, что мы к этой теме вернемся с другого бока, о ней поговорим. Вот, выберем время и обязательно все обсудим еще раз. Сергей, спасибо огромное. Благодарю всех зрителей тоже. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайв, как обычно. Завтра, как и всегда, в 22 часа по Киеву, в 23 по Москве мы проведем эфир с Алексеем Арестовичем. Обсудим все новости к тому моменту войны в Украине. Ну и на другие темы поговорим тоже. Сергей, спасибо огромное. Увидимся. Вам спасибо. Вам спасибо за приглашение. Спасибо всем нашим зрителям. Да, до свидания.